Привет, пилоты! Второй спонсорский выпуск рубрики «Сборка». Я тут подумал и вспомнил, почему на канале пришлось закрыть рубрику Titanfall Play. Причиной является ограниченность, слишком маленький набор оружия и перков, чтобы пилить много контента. К тому же рубрика не предусматривала предложение стиля игры, но вы почему-то к сборке постоянно крепите команды, как играть, что, конечно, неприемлемо и не планировалось. Но не в этом случае, не в этом суть. Сборка, предложенная пилотом 4.4.0 Сеня 042, принесла идею апгрейда рубрики, а именно сборки должны нести не челлендж, а какую-нибудь интересную тему. Например, прошлый видос был про наемницу Эш, и это было действительно круто порассуждать про пушки, титанов и тактики игры, которые свойственны этому персу или были бы уместны, исходя из его биографии. Здесь же Сеня предложил сборку обычного пехотинца ополчения, задав набор параметров билда и челлендж, который разглядел как проблему геймплея Titanfall 2 в игре за пилота. В нашу титанку ринулись полчища коллавдьютеров, батлфилдеров, варфейсеров, сиджеров и прочих ребят, которые будут вести такую игру, которую привыкли, собственно, вести. В своих местах пребывания, обитания. Мы все с вами, когда только начинали играть в титанов, играли в несколько другой шутеров в первое время. И это в принципе нормально, играбельно, если не рассматривать в этих рамках геймплей овоща, которые вкопали в грядку. И он, надеюсь, не хочет врастать туда корнями и возвращаться в эту грядку снова и снова, дабы надеяться на рандомный килл. Поэтому я выбрал данную сборочку пилота ополчения, вернее пехотинца ополчения, и помучился ровно 2 дня с этим билдом, сыграв где-то матчей 20. Ну, на больше меня честно не хватило. Тема номера такая. Играем не в титанов, а в Modern Warfare. Нельзя делать двойные прыжки, бегать по стенам, использовать тактики пилота, то есть наша задача бегать по земле, юзать оружие R201, который максимально приближен к среднестатистическим шутерам и диктует примерно те же правила игры. Итак, R201, перк больше патронов, второй не был указан. Я ставил либо инфракрасный прицел, либо быструю перезарядку. Граната обычная, осколочное усиление, взлом карты. Ну хотя бы усиление можно использовать. Титана юзать нельзя, только автотитан, и это у нас и он с улучшенным чипом. Да, и перки пилота, регенерация и карта убийств. Довольно полезный набор. Когда я зашел в первый матч с предварительно поставленными рамками, играть не в стиле Titanfall, мне тупо было страшно идти вперед, да и, наверное, даже просто куда-то там идти. То есть бегать ножками по земле. Карта была Эдем, но вы представляете себе местный дизайн. Пока добежал до середины мапы, уже начался замес, причем звуки сражений происходили строго над моей головой, наверное, на том самом мосту. Было диковато просто двигаться по земле, не используя стены, и несмотря на то, что я передвигался бочком, прижимаясь ближе к укрытиям. Чувствовал я себя крайне некомфортно. Первые встречи с противником увенчались крайним успехом, правда для этого противника и для последующих. Геймплей бегуна подталкивает к кемперству, причем не явному, а тактическому. Когда занимаешь один участок, пытаешься убить хотя бы одного проносящегося комара, затем занимаешь следующую точку и повторяешь последовательность, кого-то там высматриваешь, используя точное прицеливание, причем я первое время юзал улучшенный инфракрасный прицел, инфракрасную оптику. Так как в точном прицеливании очень трудно кого-то там разглядеть первое время, выцеливает, да еще и устранять. Тем более, когда годами ты практиковал другой геймплей. Вообще, когда я только ввязался в эту авантюру, то надеялся, что будет много таких же, как я, игроков, так как приток новичков в Стиме и все такое. Но не тут-то было, даже новички старались делать двойные прыжки, бегать по стенам, пусть косо и неумело. Но мы как бы в свое время также начинали, это было очень даже норм, и даже такие неумелые комары в первое время, но они меня жестко нагибали, даже когда мы находились на одной плоскости. Как-то не получалось перестрелять с R201 никого. Ну что касается вблизи прям в самой. Во-первых, я от этой пушки уже давненько отвык, так как не использовал ее где-то года 2. К тому же штурмовые винтовки диктуют классический геймплей, вернее подталкивают к нему. Если ППшка даже на начальной дальней что-то там эффективно может показывать от бедра, то штурмовка от бедра в какой-то степени эффективна только на ближней дистанции. То есть, по сути, лоб в лоб. Нельзя сказать, что R201 плохая там пушка, если привыкнуть к точному прицеливанию, то ее можно использовать, можно юзать успешно. Как на дальней, так и на крайней ближней дистанции урон у пушки вполне себе достойный. Но стиль игры лично для меня, да и уверен для многих из вас,
Ну, нелогичный и вдвойне неудобный. Когда ты не можешь прыгать дважды, бегать по стенам, юзать распрыжку, подкаты и делать внезапные киллы, находясь над противником, обескураживая его или борясь с ним на равных над землей, пусть даже он тебя перестреляет. Но это был достойный титановый геймплей. А когда ты бегаешь по земле, с трудом карабкаешься на возвышенности, используя один прыжок, и пытаешься кого-то там выцеливать, и при этом тебя быстро убивают, не пойми откуда, то ли сверху, то ли сбоку, то ли спереди. Но ты не всегда успеваешь среагировать, потому что медленный, ты крайне правильно прицельный, и вообще при таком геймплее ты начинаешь верить, что он правильный. Так как карты сделаны крайне круто не только над землей, но и на ней. Здания, проходы, препятствия в виде каких-то там балок, тачек, которые до этого и не сильно-то и замечал. Многое в окружении, которое находится на земле, крайне круто проработано, детализировано, заполнено мелочами, создается впечатление, что карты прорабатывали именно для наземного геймплея. Не могли же все это сделать просто так, чтобы кто-то там проносился мимо и не обращал на это внимания. Но все это, конечно, вы сами знаете, рушится, когда человек только приходит в игру, берет пару поколений, без прогресса в хотя бы небольшом переучивании. За игру, за наземную игру, пилотам, за это нужно платить. Баланс рушится, играя по сути за простого пехотинца, тактично выцеливая прыгунов в оптику и делая постоянно даже некоторые успехи, я ощущал дисбаланс, дикий дисбаланс, начиная от доминации надо мной со стороны пилотов, которые так или иначе юзали паркур даже в минимальном проявлении, пусть это были первые уровни, но они пытались, а я нет. Так, доминация была и со стороны титанов, конкретная доминация, которые полностью, по сути полностью рушат баланс в глазах игрока, который пришел тупо поиграть в колду. То есть они вообще не к месту. Но если рассуждать с этой стороны, с этого берега. Именно поэтому через месяц, 2 месяца онлайн во вторых титанах опустится до значения 4-5 тысяч даже вместе со Стимом. Но это самый такой оптимистичный вариант. Даже при сохранении скидки, но это в любом случае лучше, чем было ранее. Хотя и раньше я не сказал бы, что было крайне плохо. В итоге сборка пехотинца играбельная, стиль пехотинца нет. Если в эту формулу добавить возможность юзать двойной прыжок и минимальный паркур с подкатами и редким бегом по стенам, то если игрок хорошо стреляет, он может в принципе хорошо так себя чувствовать, тащить СР-201 и так более-менее эффективно двигаться. Конечно, юзать Титана желательно, но если выбран Ион с улучшенными мозгами, то это в принципе хороший вариант, так как Ион это самый меткий Титан из всех, если он юзается в авторежиме с улучшенными мозгами. В принципе, в будущем, не в следующем ролике, конечно, чуть дальше, я бы хотел показать, как играть с данной сборкой, используя минимальный, но используя все-таки паркур, и при этом неплохо так тащить. Без паркура это, конечно, не играбельно. Если будете предлагать сборку, пусть это будет не просто набор показателей, которые вы считаете эффективным и уместным, она должна нести какую-то историю, какую-то идею, какой-то объект привязанности, или быть связана там с каким-то персом, например. В общем, желательно тема, которую можно было бы обсудить с использованием вашего сетапа. Вот так вот. 4.4.0 Сеня 0.42 изменил видение сборки и, как по мне, как мне кажется, в более интересную сторону. Будем смотреть, что из этого выйдет в дальнейшем. Но в следующем спонсорском ролике я планирую обзорчик одной из игр Electronic Arts. Это был Ремейкер. Включаюсь.